Если вы давно живете в Аргентине и вам немного не хватает выбора одежды среди международных марок для себя, для детей, то рекомендую попутешествовать по соседним странам. Многие отправляются в Уругвай, это близлежащая, по сути, локация для проведения выходных, для шопинга. И также можно посетить Панаму. Это путешествие, конечно, будет дороже, чем в Уругвай и дольше по перелету, но оно стоит того. Сейчас я все расскажу в подробностях. Республика Панама расположена в Центральной Америке на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном. Панама граничит с Коста-Рикой на западе и Колумбией на востоке. Из аэропорта Буэнос-Айреса до Панама-Сити 7800 километров. Панама относится к категории стран с высоким уровнем доходов. У Панамы небольшая, но быстро растущая экономика со множеством отраслей. Среди них можно выделить 3 основных направления. Первое – это сфера услуг. Финансы, банковское дело, страхование, туризм, логистика, транспорт и телекоммуникации. Второе – Панама обладает крупнейшими в мире запасами медной руды, золота, марганца и железа. И третье – это сельское хозяйство, под нужды которого в стране отведено 30% земель. На консультации с лицензированным юристом я узнала, что есть несколько комфортных и привлекательных программ для легализации в стране, в том числе не требующих постоянного проживания. Если эта тема интересна, напишите в комментариях или в личном сообщении. Я раскрою этот вопрос подробнее. Координаты для связи в закрепленном комментарии. Минимальное время в пути из Буэнос-Айреса в Панама-Сити составляет 7 часов 20 минут. Я летела с пересадкой в Боготе. Богота – это столица Колумбии. И начиная с аэропорта Боготы уже открываются возможности для шопинга. В дьюти-фри Боготы огромный выбор международных брендов косметики, одежды, обуви. А на подлете к Панама-Сити открываются виды современной высокоэтажной застройки города, транспортные развязки и обустроенные набережные. Я в Панаме первый раз побывала несколько лет назад и с первого же прилета влюбилась в эту страну. Если вы были в США и типичной Латинской Америке, то, на мой взгляд, это идеальная комбинация. Например, как в США, в Панама-Сити широкие автострады, транспортные развязки современные, масштабные парки, огромное количество зон отдыха, большое количество культурных и спортивных мероприятий, крепкая экономика, возможность долгосрочного горизонта планирования, хороший сервис, относительная безопасность для имущества и жизни. И, как в Латинской Америке, культурные особенности продуктовой корзины, способность радоваться простым удовольствиям жизни, особенности латиноамериканского строительства и архитектуры. Среднегодовая температура в столице плюс 27 градусов. Причем разница температур в зависимости от времени года очень незначительная. Сухой сезон в городе длится с середины декабря до середины апреля. С апреля по декабрь проходит сезон дождей. И дожди идут в основном после обеда, не каждый день, но часто. Минимальная температура воды в Карибском море на протяжении года – это примерно 26 градусов. Панама сегодня – это крупный экономический центр, где расположено немало торговых центров. Крупнейшие из них – это Альбрук Молл, Мультиплаза Панама, Альта Плаза Панама и много-много других. Сюда в основном приезжают из соседних стран за покупками одежды, обуви, сумок, косметики, аксессуаров, международных брендов. Кроме того, в торговых центрах периодически проводится сезон скидок, и тогда покупки становятся еще более выгодными. Ну что, давайте проверим, так это или нет. Делим наполовину вот эту стоимость для вот этой коричневой сумки.
Хорошенькая, большая, просторная. Ну что, я обошла почти все магазины в торговом центре Мультиплаза и отвела душу по полной. Кажется, для обратного перелета в Аргентину мне потребуется дополнительное багажное место. Если вы полетите на шопинг в Панаму из Аргентины, рекомендую сразу же составлять список покупок. Просмотрите заранее список брендов в торговых центрах, и, возможно, даже будет актуально забронировать жилье где-нибудь поближе к выбранному торговому центру. Мы долго-долго ехали, и в самой глубине Букета друзья нам показали вот такой магазинчик, где можно купить вино. Пойдемте посмотрим, сравним цены Панамы и Аргентины. Так, ну вот мы видим первую стойку с вином. Ого-го! $10 за Мальбек. Ну, вот простые вина чилийские. $8. 8,5.
Ну да, выбор здесь, конечно, впечатляет. Во-первых, здесь все разбито по секциям, да, очень удобно выбирать вино. Вот Испания пошла, Франция, Америка, США, Чили, Аргентина. Пойдемте посмотрим, что там у нас по Аргентине. Знакомая бутылочка. Встречается почти во всех магазинах в Аргентине. $15. У нас такая бутылка стоила бы примерно 1005 песо. Это масло, сыр Филадельфия, $6, $4 бри камамбер, другие виды сыров. Вот эти сырочки очень вкусные, прикольные. Их удобно есть в дороге, потому что они здесь обернуты в специальную оболочку и пополам вот так вот лентой разрезается, и руки не пачкаются, можно в дороге есть сыр. Какие-то колбасные нарезочки, $3. С ассорти, 6,5. Ну а вообще Панаму, конечно, нельзя рассматривать только для шопинга. Здесь есть масса уникальных мест притяжения, среди которых, конечно же, номер один – это Панамский канал. На первый взгляд Панамский канал может показаться небольшим ручейком, который соединяет Тихий и Атлантический океан. Но ежегодно через сооружение канала проходит около 14 тысяч судов. Представьте, несущих около 280 миллионов тонн груза. Это 5% мировых океанских грузоперевозок. Канал перегружен, поэтому очередь прохода по нему продается на аукционах. И суммарная плата за проход судна по каналу может достигать $400 тысяч. Длина канала 80 километров, которые суда проходят минимум за 4 часа, но в среднем за 8 или 10 часов. Канал пропускает суда разных типов, от частных яхт до огромных танкеров и контейнеровозов. Позади меня находится нефтяной танкер, вот он, темного черного цвета. Нефтяной танкер легко опознать по вот этому крану сверху, к нему подключаются трубки и также трубы. На палубе мы видим трубы, которые выводят газ. Этот танкер идет из Карибов, то есть вот оттуда до Тихого океана. И сегодня утром он прошел первые шлюзы, вошел в озеро, далее вошел в канал, и сейчас к вечеру, сейчас у нас 4 часа дня, выходит из Карибов в Тихий океан. Пожелаем ему удачи, помашем ему рукой. Вы когда-нибудь слышали слово «Панамакс»? Это своего рода стандарт в судостроении. То есть, если габариты судна соответствуют габаритам канала, то его стандарт называется Панамакс. Судно заходит в шлюзовую камеру и останавливается, после чего за ним закрываются первые ворота. Затем из камеры откачивается вода, и судно незаметно опускается вместе с ней. Двигаться судну внутри канала помогают локомотивы или мулы.
Пароход корабля, конечно, супер интересен и очень завораживает. В следующий раз я запланировала попасть на судно, чтобы совершить проход через канал уже вместе с командой. В этом выпуске я немного познакомила с Панамой, показала, как здесь отличаются цены по сравнению с Аргентиной и что еще стоит обязательно увидеть в столице. А вот в следующем выпуске я покажу еще ряд суперских must-see локаций и покажу, куда еще можно слетать, чтобы сбавить обороты городского ритма жизни. А вы подписаны на канал?